Мое решение стать художником, оно, наверное, было неосознанным, потому что уже начиная с лет 5-6 я посещала различные студии, кружки, и потом в дальнейшем художественная школа, художественное училище, ну и Академия художеств. Было обучение в Академии художеств имени Репина, и мой стиль очень преобразился за то время, пока я там обучалась. То есть он стал более одновременно и выверенным, и более импрессионистическим. Для выбора натуры для меня очень важен цвет кожи модели, потому что даже если мы посмотрим на работы таких классических мастеров старой школы, как Рубенс, то мы видим преобладание очень светлой, такой сметанно-белой кожи у модели. Почему? Потому что на ней прекрасно работают рефлексы цветовые, чем, скажем, на загорелой коже. Ну и, в принципе, это даже такой некоторый момент стилизации, когда мужская фигура изображается более такой загорелой, плотной по тону, а женская фигура светлая. Поэтому самый главный критерий – это определенная белокожесть. Ну, плюс это, конечно, природная пластика, то есть чтобы была пластика в руках, пластика в посадке головы и в целом весь образ. То есть если образ вызывает вдохновение, то может даже измениться весь сюжет картины. Сама модель будет диктовать этот сюжет. Чаще всего у меня есть определенный замысел. Я готовлю для этого драпировки. То есть драпировки я считаю тоже как герои картины, потому что мне, например, очень нравится живопись барокко. И там драпировки, конечно, создают динамику. Поэтому складки, как они формируют эти складки, это тоже очень важно. Плюс продемонстрировать мастерство. Хотелось бы показать, как я пишу кружево, как я пишу шелк, как я пишу бархат. Поэтому все эти драпировки подбираются, они находятся рядом, и есть такой небольшой гардероб для наших моделей. То есть это такие легкие, прозрачные кружевные вещи, создающие такой романтический лад. И потом модель примеряет просто эти образы, и я смотрю, насколько они удачны. Есть реквизит, целый шкаф, это несколько коробок с разнообразными драпировками, с разнообразной одеждой. Иногда я добавляю, например, зеркальце, да, то есть это вот как будто бы нет художника, а женщина сама себя вот изучает в зеркале. Иногда это книга, то есть, например, читала какой-нибудь роман и уснула. Ну, вот что-то такое бытовое, что позволяет зрителю поверить, что художника нет, а это он просто вот случайно увидел эту сцену. То есть некоторую придать интимность за счет этих предметов. Непрофессиональные модели, и более того, они, в принципе, первый раз обнажаются перед художником, и, конечно, нужно снять телесные зажимы, поэтому я начинаю просто их хвалить, потому что они действительно прекрасны, и они верят в себя и расслабляются. То есть мне важно создать ощущение, что девушка полностью в комфортной ситуации, она где-то, может быть, у себя в комнате отдыхает, может быть, расчесывает волосы или любуется собой в зеркало. То есть, конечно, для этого никакого стресса не должно ощущаться в позе и в лице. Поэтому я с ними разговариваю, говорю, как они прекрасны, что они останутся на полотне. И я думаю, что их это радует. Многие очень даже говорят, что сеансы позирования можно сравнить с сеансом психотерапии.